Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев на связи прямо сейчас, политтехнолог. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день, добрый день. Значит, смотрите, есть очень много таких событий, есть очень много таких крючков, есть очень много, скажем так, аналитических вещей, которые я хотел бы сегодня с вами обсудить, потому что, ну, опять-таки, мы, по-моему, попали в ловушку сюжетных линий игры манипуляций и рассуждаем о процессах. Последнее время это вот я делаю такое, ну, такую рефлексию, да, умозаключение такое, да, вот оцениваю там вот эту неделю, которая уходит, с позиции, вот все как-то сценариями начали мыслить. Вот это сценарное мышление, оно навязано. Потому что мы даже когда фильмы смотрим, вот помните, вот только начинался там кинематограф, плюс-минус открытый, да, вот 90-е, нулевые, можно было посмотреть любое кино, они стало появляться, и все как-то немножко Да. прозревали, что есть какие-то, ну, во-первых, фильмы без конца, во-вторых, какие-то странные, какие-то там, ну, непонятные там французские, итальянские, я имею в виду такие нишевые, да, фильмы, не такие кассовые. Вот ты смотришь и не понимаешь, что происходит, потому что ментально ты другой, ментально ты не... И вот сейчас вот такая с менталкой реально беда после всего того, что устроили, собственно, политики, что устроил Зеленский, как это все отыграл Путин и так далее, и так далее. И это очень классная западня, потому что фундаментальные вещи, ситуация на Земле, процессы, которые происходят, все отбросили, все следят только. А вот Зеленский, а вот к нему приехал Рютте, а тот ударил по питерскому форуму, ну или там по Петербургу во время форума, а потом Путин дал пресс-конференцию, а потом ответил на письмо Зеленского. А что там в письме? А как дальше? И вот это все, ах, так сказал Зеленский, значит, война, ты не хочешь останавливаться. И тут полетели по проложенным уже трассам в Ленинградскую область, массированная атака дронов, целились вроде как в нефтебазу, попали в кадетское училище, в общем, там много куда дымит все. НИИ, вот это, скажем так, Кронштадт перекрыли на въезд и выезд, улица, где это перекрыто, в общем, гасят пожар. Слушайте, а вот какой главный итог? Вот зачем это все? Это вот как я не просто так аналогию с фильмами, да, привел. А на кой я это посмотрел? Задаешься вопросом. Что думаете? Какие мысли у вас по итогам этой недели? А это, если пользоваться той стилистикой, которую вы начали, да, нашу дискуссию, это геополитический артхаус, скажем так, где форма важнее содержания. Вот так вот надо, наверное, изложить, мне кажется. Давайте так. Если говорить о самое этой сценарном мышлении, всей этой потусторонщины или наоборот, там, еще прекрасно наши классики писали про пикейных жилетов, помните? Люди, которые усматривают в любых событиях какие-то сложные конструкции, сложное взаимодействие. Ну, во-первых, хитрые планы, если и существуют, очень редко они в полной мере реализовываются. Вот что, как человек, работавший на самых верхах, скажем так, политики, ну пусть далеко не верхнего государства, да, Украины, могу сказать, что даже самые выверенные планы всегда в конечном итоге сильно корректируются по ходу пьесы, что называется. Второе. Конспирология. Жизнь приучила нас, что даже самые потрясающие конспирологические теории на самом деле зачастую оправдываются. И даже самые неожиданные допущения, да, по части мотивации людей иногда оказываются правдивыми. И дальше. Мы живем давным-давно погруженными в контекст информационного общества, цифрового общества и так называемого метамодерна, если угодно. Извините за политическую философию или философию в принципе какую-то. Да? Соответственно, повторюсь, здесь нет в логике метамодерна ни одной константы, нет ни абсолютно каких-то модерновых понятий, там, которые бы определяли и маркировали какое-либо событие или какое-либо действие, какие-либо намерения как однозначно хорошие или однозначно плохие. И вот эта вот каша, на самом деле, которая правит бал, да, где есть сочетание хитрых планов,
конспирологии по части их расшифровки и интерпретации, метамодерна по части того, как любое действие может быть истолковано как абсолютно прекрасное и абсолютно ужасное. Вот с письмом Зеленского это та самая история. Метамодерновое письмо, да. И тезисы, которые он там излагает, да, кстати, самое интересное, что я специально через GPT-чат прогнал, 70% текста написано искусственным интеллектом в письме Зеленского. Литвин Серьезно? Ленин. Да, Литвин Ленин, скажем так. Не, ну понятное дело, что видно прям вставки, которые они явно делали по горячим следам в течение 3 часов после выступления Путина на питерском канале. Какие-то были заготовки. Вот это вот действительно вот правит бал этот метамодерн, и поэтому невозможно на самом деле какие-то масштабные концептуальные вещи, которые бы магистрально расшифровывали все, что происходит. Это глупость. Это просто глупость. И вот в этих условиях, когда человек сам по себе новость, да, сам по себе событие, это вот признак, я чуть не заговорил на украинском, чуть не сказал ознака, да, человек, как раз общество информационного. Это и является предпосылкой того, что мотивы человека часто сиюминутные абсолютно. Но вот письмо, появившееся Зеленского, я вам со всей ответственностью заявляю, что это реактивная реакция на заявление Путина на Питерском международном экономическом форуме. То есть это заготовка, на которую решили пустить в ход именно сейчас, в моменте, реагируя на многие вещи, которые он там задекларировал, да, выступая, Путин имеется в виду. И поэтому я, с одной стороны, совершенно четко и уже во многих комментариях в течение недели, даже в публикациях своих, говорю о том, что совершенно точно выстраивается линия, в основе которой является повышение ставок в нашем кризисе, да, если угодно, европейском, украинском, восточноевропейском. С другой стороны, огромное количество вещей, которые происходят, они обусловлены как раз вот реактивными реакциями. Очень краткосрочными, сиюминутными мотивами. И да, письмо Зеленского, оно из той же оперы, грубо говоря, из той же логики, что и письмо на деревню дедушке Трампу. Ну вот на самом деле там это письмо про выборы в Конгресс. Ну, будем говорить прямо, это такая себе подстава, вполне согласованная подстава для Трампа. Здесь письмо, кстати, я почитал большинство украинских интерпретаторов этого письма. Ну, мы не берем тех, кого раньше ермосятами называли, да, не берем вот эту вот историю людей, которые просто за денежку пишут или там за какие-то обязательства пишут для банковых. Большинство комментаторов полагают, что адресатом письма Зеленского является тот же Трамп и внутриукраинский потребитель. Да нет же, друзья, вообще нет. Ну, вообще нет. Совершенно очевидно, что письмо, и я просто смотрю, как оно сейчас расшивается с помощью там самых разных информационных когнитивных технологий, доставляется, куда оно доставляется. Письмо адресовано россиянам на самом деле. И вообще глобально, если брать вот как магистраль, да, как в свое время Сергей Владимирович Левочкин говорил, что есть информационные трубы, коллекторные такие трубы, по которым шурует основной массив, да. И есть там какие-то разветвления, которые там растекаются по каждой отдельной квартире. Вот основная магистральная история, медийная информационная сейчас, конечно, а это все уже вписание в логику американских и российских выборов. Вне всякого сомнения. Более того, я абсолютно глубоко убежден, что готовятся самого разного рода попытки раскачивать ситуацию на российских выборах. И украинский кризис, вероятно, будет той точкой приложения усилий, через которую попытаются россиянам рассказать, что власть их все никчемное, старое, непластичное, допускающее ошибки, заведшее страну в халепу. И вот, по сути дела, весь этот нарратив, конечно же, в виде заготовок мы у Зеленского в письме увидели. Вообще просто вот все из того, что так или иначе украинским военно-политическим руководством, а также многими представителями, назовем так, западных кураторов, союзников, партнеров Киева, да, заявлялось ранее. Но здесь чистый такой концентрат совершенно точно. И, повторюсь, это те нарративы, по линии которых мы будем видеть попытки раскачивать российское общество. Вне всякого сомнения. Вот полностью. Почему тогда он, ну, как вот это довоенное, до большой войны письмо или там послание, да, там, ну, в Кремле, да, вот это украинскому народу, было же на украинском, на русском. Почему по-русски не опубликовал?
Нет, конечно, спасибо, что Российская Нет, Федерация ну вы с большой слишком буквы. многого хотите от Володи. Ну, не надо, чтобы он еще и на русском. Вон Гарик Карагодский впервые с 22 года на русском написал публикацию по поводу сноса памятника Булгакову, да. Но вот он как бы позволил себе. Но он человек всегда, по крайней мере, эксплуатирующий эксцентричный образ. Хотя таким по-настоящему он не является вовсе, да, Карагодский. Вот. То же самое с Зеленским, но на сайте президента Украины не могли не на русском публиковать. Хотя я помню, как Тимошенко когда-то на русском начинала разговаривать, да, с избирателем после 2004 года. Как Яценюк в 2014 году обращался, перешел на русский. Хотя и та, и другой, они вообще русскоязычные, в принципе, как и Зеленский, к слову. Но вообще, мне кажется, в украинской политике тяжело найти политиков, которые в действительности в быту общаются на украинском. Есть там выходцы из западной прям Украины, которые там выросли в этом языке. Но это прям вот такое меньшинство. Я в кулуарах парламента ни разу не помнил, чтобы звучала в массе украинская речь. Если только интервью журналистам не давали. А общение всегда, конечно же, на русском было, есть. Ну И сам хорошо, да. раскачка Новости. выборов. Да. Раскачка выборов. Отлично. Ну так а какие цели? Вот я, смотрите, при всем там, я не погружен в российское, скажем так, политическое, ну вот это варево, Да. однако я хоть убей, я вот вижу как бы на поверхности определенные факты. Ну о какой раскачке вы говорите, если, например, по праймерис «Единой России» выигрывают по всем регионам бывшие СВОшники, участники СВО. Да. То есть, вы понимаете, тут как бы с точки зрения, ну, опять-таки, мне все спикеры, с кем мы там беседуем, обсуждаем ситуацию, говорят: Шелест, ну, у тебя ты такой хороший мальчик, у тебя такая хорошая логика, все логично, правильно, стройненько, ты не понимаешь, как они мыслят. Да елки-палки, если вы хотите качнуть российскую власть, то на замену придут воевавшие. Ну, то есть с Так их другим... это устраивает. Так их это устраивает. Их это устраивает, те, кто стоят за этой Тогда концепцией. какая цель вот этой раскачки? Объясняю. Очень хорошо понятная история на самом деле. Доводилось мне с этим разбираться, расковыривать. После того, как закончилась иерархическая модель в российской, давайте так, внешней оппозиции, назовем ее вот так, да, то, что называлось несистемной оппозицией. А почему иерархически? Потому что были очевидные лидеры, и в первую очередь там Навальный. Был совершенно очевидная пирамидальная история, лидер протеста. Когда вся эта история закончилась, по моей информации, там, с той стороны, вероятно, были приняты решения о горизонтальном подходе ко всему этому. И поэтому парламентские мероприятия и парламентские выборы – это не та среда, где предполагается приведение к власти какой-то понятной для них конструкции или понятной для них людей. Нет, не через выборы. И не через легитимные инструменты. Понятно, через какие болезненные точки будет все это раскачиваться. Через вопрос вот как раз турбопатриотизма, да, вот тех самых, да, персонажей, которых вы называете, ну, это самого разного толка на самом деле люди, да, через национальные противоречия, через конфессиональные противоречия, через, Россия прям совсем большая многонациональная страна, действительно, с национальными автономиями и республиками. Через действительно миграционную проблематику она есть, и она прям достаточно острая. Это все точки приложения. Чем в их представлении хорош приход радикалов в условной России? Приход радикалов на Украине, при том, что Украина куда менее, скажем так, разнообразная страна, чем Россия, намного менее. То есть есть фундаментально, условно говоря, люди там русской культуры, русской бытовой культуры, русского языка или просто русские, да, которые являются, до последнего времени являлись достаточно фундаментальным фактором внутренней политики Украины. И есть, условно говоря, там остальной массив, условно украинский или там проевропейский. Приход украинского радикального компонента здесь, да, в этой всей истории привел вот ко всем последствиям, которые мы на самом деле наблюдаем. Приход подобных же людей к власти в России, да, с радикальными правыми взглядами, будет иметь эффект, взорвавшаяся петарда известно где. Потому что
Россия, ну, по своим, с политологической точки зрения, это все еще империя, да, и это все еще многосоставное государство, и сложно подчиненное, что называется, сложно сконструированное. Доминанта, радикальная доминанта правоконсервативных взглядов, например, русского извода, и тем более такого, ну, в формате можем повторить, при всем при том, что это там, мобилизующие вещи, во многом связывающие общество, но когда такая история становится доминантой, в России приводит к гарантированным последствиям, едва ли не до декомпозиции. Вот то, что произошло в свое время в 91 году с Советским Союзом, да, или то, что происходило там, условно с 1917 по 1920, а если брать Среднюю Азию, до там, конца 20-х вовсе. Когда формируется новая доминанта, да, какая-то, которая разрушает существующий баланс. Ну, возникают все эти декомпозиционные и настроения, и обстоятельства, и действия. И поэтому приход, условно говоря, людей вот такого типа к власти в России устроил бы. Потому что в не мононациональном, хотя там 80% населения России это русские люди, да, но все-таки по своей организации Россия – это многосоставное государство. Короче, в общем, если бы пришел какой-нибудь там, условно, оголтелый, то регионы начали российский бы... технибок, если бы пришел, это закончилось очень плохо для России. Да, и Вот так. начались бы центробежные силы. И, в общем-то, Гарантированно. Поэтому это устраивает приход таких людей, понимаете? Поэтому на самом деле все на сегодняшний день выглядит в российской политике, внутренней политике очень малоподвижно, да, для многих, особенно по сравнению с украинской динамикой, но очень выверенно и очень сбалансировано. Потому что много противоречий, огромное количество противоречий. Я прекрасно помню документы конца 90-х, например, по части внутренней российской политики, где прямо писалось, ну, был такой, как же они назывались? Вот, во-первых, был такой Глеб Павловский, да, а были еще Никола М. Вот я видел их документы, которые они готовили для российской власти в конце 90-х, что угроза декомпозиции России в горизонте 10-15 лет выше средней. И вот те все центростремительные процессы, которые были запущены с приходом Путина, как бы, они были единственно выверенным возможным путем избежать этой декомпозиции. Поэтому вот такая идеологическая централизация, она противопоказана сейчас России. Хотя я прекрасно понимаю там взгляды русских патриотов, да, и даже русских националистов, или там даже монархистов. Это все понятно. Но это противопоказано российской государственности. И поэтому совершенно не пугает Запад, ну, который антироссийский настроен, его часть настроена антироссийски, совершенно не пугает, наоборот, воодушевляет приход таких людей, казалось бы, к власти. Ну, а-ля там мятеж Пригожина, да, успешным вдруг оказался почему-то. Да, конечно, они бы в ладоши хлопали. Больше того, в своем письме Зеленский-то напоминает эту историю, правда? Да. Вот поэтому, потому что в их планах это считается предпосылкой для декомпозиции России. Так что нет, совершенно их и не смущает эта история. А насчет раскачивания, повторюсь, парламентские выборы – это повод и контекст, но не способ привести к власти кого-то. Не будут они играть в легальную оппозицию и в легальные электоральные забеги какие-то. Не будут. Будет горизонтальная попытка раскачивания с попыткой давить на болевые точки. И вот эти все болевые точки, они перечислены. Они перечислены в письме Зеленского, потому что это концентрат от всех тех закрытых документов, которые вращаются, циркулируют там. И только россияне являются адресатом всей этой истории. Да, какая-то попутная задача там показать в очередной раз, мол, Трампу, что а вот Путин отказался. Хотя, не надо из Трампа делать инфантильного там какого-то персонажа или ребенка. И такой же он, мягко говоря, совсем даже не тупой. А в его окружении еще те зубастые люди прекрасно понимают мотивы тех или иных и заявлений, и ответов. Поэтому, повторюсь, глубоко убежден, что это, опять же, слышать не доводилось от Левочкина, это называется фокусировка. Это письмо, это фокусировка. И концентрат, и адресат только российское население. Население России. А уж потом это будет и так, и это расшиваться, и в самых разных вариантах будет попытка доставлять и раскачивать настроение. Так что нет, выборы – это только контекст. Просто на выборах
естественным образом повышается мобилизация, вовлеченность людей, заинтересованность судьбами страны, собственной судьбой населенного пункта. Ну, так это работает. Ну, собственно, все избирательные технологии работают на мобилизацию, ну, за редким исключением, бывают всякие технологии, и на вовлеченность. Вот когда люди, общество прогрето, даже вот нехотя, если выборы все равно происходят, люди прогреты и вовлечены, самое время, что называется, заталкивать в них эти нарративы, которые должны раскачивать ситуацию и лодку. Ответ Путина как оцените? Мы имеем в виду именно уже его комментарий по поводу письма Да. непосредственно. То есть не вот эта вот история. Там же тоже сейчас очень берут, и, ну, как бы... Я специально не ввязывался в эту игру. Мы с вами, кстати, обсуждали. Вы говорили, что удар по Белой Церкви пришелся там орешникам, там, Да. достаточно серьезный объект и так Серьезно, далее. да. Ну, получается, что после комментария Путина вы стали пророссийским пропагандистом. Ну, потому что сам, прости господи, Путин говорит о том, что ударили по сараю. Но тут очень интересный момент. Опять-таки, я это постоянно вижу и использую. Вот в момент вот этой чехарды заявлений, вот есть такая тактика, ты берешь и перекладываешь слова, сказанные ртом, в текст. Если мы берем слова, сказанные ртом про Зеленского Путина, да, на пресс-конференции с западными... За 3 часа до письма Зеленского. Да, то есть до письма Зеленского. То есть если мы берем сказанное Путиным и перекладываем в текст, то тут уже как бы интересности получаются. То есть ты как-то немножко прозреваешь. В смысле, давайте скажем, как слава богу, что все закончилось, да? То есть, если вот так нахватать вот этих цитат, немножко как бы опешили все, готов встречаться, и вопрос легитимности юридический, подписывать, найдем с кем подписывать. Да. Но если ты переложишь, ну, то есть послушаешь его вживую, то ты понимаешь контекст просто сказанного. Интонацию, что зачем, как, ну, чуть-чуть целиком, чуть больше, массив разговора. И ты понимаешь, что там вообще не про встречу этот комментарий был, слава богу, что все закончилось. Но если переложить сказанное Путиным про орешник на текст, то тут, когда ты выписываешь, тут становится понятно. Удар по Белой Церкви и по сараю в ДНР. Естественно. То есть, вот если ты в тексте... Разные истории, да. Если ты в тексте это посмотришь... А все же как подали, и так это действительно и выглядело, проговорено, да, Путиным, что это они в Белой Церкви ударили по сараю. На самом деле нет. Речь была про тестовое испытание, вероятно, дополнительное тестовое испытание, больше, которое особо... И о нем узнали, да, из украинских заявлений об этом тестовом испытании. И, ну, он же там вполне предметно, Путин говорит, что, ну, хотели посмотреть, а как? Ну, естественно, доступа прямого к зонам поражения, например, в районе Южмаша и в районе военного объекта в Белой Церкви, естественно, ну, там, кроме спутников, доступа никакого нет, естественно. А здесь была возможность понять и рассмотреть все предметно, да, тем более, ну, я могу ошибаться, но, по-моему, не было заявлений о применении, там, испытательных применений этих самых, ну, ни боевой, ни снаряженной части орешника в России до того. По-моему, не было подобных вещей. А мне рассказывали люди не чуждые, как бы, всех этих историй, что там тоже очень интересно. Там оно вроде как не снаряженное, но само по себе с использованием кинетики очень интересная передовая технология тоже. Об этом он говорит, посмотреть, как они ложатся. Это предметно, как бы конкретно сказано, сознанием дела. Человек, который прочитал внимательно все отчеты, а он очень внимательно всегда все читает и готовится, как я понимаю. Вот. Доводилось не раз как бы обращать внимание, что даже ну, там попадают краешечки, то есть даже вот тексты подготовлены, с которыми он выступает, там всегда есть ручкой какие-то пометки. То есть он по ходу дела еще начинает какие-то... То есть человек, ну, очень к деталям внимательный. Когда он такие вещи говорит, про тестовое применение орешника, да, не в Белой Церкви. Это действительно говорит о том, что очень внимательно изучалось то, что произошло там. Это было тестовое. Надо было просто. Надо. А это, скорее всего, признак того, что действительно в серию пошел орешнику. Прям в серию. Вот такой дорогущий, да, тест, еще один, который был сопряжен параллельно с боевым применением, да, так, квази-боевым, потому что не снаряженный все-таки в Белой Церкви ударил, но задачу выполнил на самом деле. Вот. Это, конечно, подтверждение того, что это уже серийное изделие. Прям серийное изделие. 100%. Ну, как-то так. Угу.
Ответ Путина непосредственно не с пресс-конференции Я до... немножко удивлен. Я думал, что вообще проигнорируют. Честно. Потому что, ну, давайте прямо говорить. Там ведь персонализировано хамски было сформулировано все у Зеленского. Ну, прям хамски. Это, мягко говоря, не дипломатический формат совсем. Это не мягко, а конкретно говоря, вообще не про попытку договориться о встрече. Ну, очевидно же, да. Мотивацию я изложил. То, что это заготовка наполовину, а наполовину экспромт как реакция на пресс-конференцию Путина, это тоже понятно. А заготовка в рамках действительно вот этой истории про повышение ставок. Мы в прошлый раз много с вами читали. И белорусский контекст, и приднестровский, и прибалтийский, и калининградский. Ну, то есть все это комплексная история по повышению ставок. Да? Но я все равно предполагал, что сам формат вызовет ситуацию, когда Путин просто проигнорирует. Или там Песков что-то скажет, или Ушаков что-то скажет. А тут лично Путин решил ответить. Даже сказал про то, что есть хамские какие-то там компоненты у всего этого. Да? Что нет нужды вот так, как предлагают. То есть очень, скажем так, неожиданно детально ответил в моем представлении. И я думаю, что вот тут как раз адресатом является американская сторона, вне всякого сомнения. Абсолютно убежден, что адресатом, что смотрите, даже на такие инициативы хамские сформулированные мы готовы отвечать, потому что у нас есть высокая заинтересованность в переговорном процессе. Больше того, почти синхронно происходит заявление, по-моему, Ушакова, да, о том, что мы постоянно в диалоге по телефону с Кушнером и Уиткофом и готовится их визит. Еще одно подтверждение. Вот синхронно с ответом Путина. И это не случайно, вне всякого сомнения. Что за бизнесмен приезжал к Зеленскому? Ой, это прям интересно. Слушайте, ну, вариантов немного на самом деле. Я не буду сейчас называть фамилии, чтобы мы с вами избежали каких-то конкретных наш адрес претензий. Но много же мы слышали об одном известном, давайте так, в кавычках, олигархе российском. Что олигарх – это с политологической точки зрения человек, который обладает властью. О крупнейшем бизнесмене российском, да, который большую часть времени не живет в России, который и в 2022 году имел отношение к переговорному процессу, и так или иначе какая-то коммуникация у него вроде бы там с Арахамией была. Ну, вы же понимаете, о ком я говорю, на самом деле. Ну, айфоны, которые дарил освобожденным бойцам, да. Помним. Вот. То есть я допускаю. Ну, это как раз вот это чистое предположение. Пока у меня не было никакой информации, кто это мог быть. Ну, так о чем говорит эта история? О том, что все факты и ранее появлявшиеся, о том, что существует много самых разных сохранившихся каналов коммуникации, да, неформальных каналов коммуникации, и возможность есть всегда донести какую-то информацию про взаимодействие. Вот об этом и говорит, что все факты, они подтверждаются вот уже из непосредственно уст, что называется, да, первого лица. Существует коммуникация, существуют неформальные каналы взаимодействия. Хотя при этом, вот, опять же, звучит комментарий вчера от российской стороны о том, что ну, не существует официального, по-видимому, имеется в виду, канала связи. Ну, оно как бы и логично в условиях тех обстоятельств, которые мы имеем. А вот то, что неформальный канал существует, это вне всякого сомнения. И это подтверждение, причем ну, осознанное вполне себе. Потому что о чем там говорится? Тут нужно было это подсветить, потому что это про историю со Старобельском. Да? Историю я остаюсь по-прежнему сторонником такой неожиданной достаточно теории, что это такая же тестовая, причем совершенно негуманная история, как это была со школой с девочками в Иране. Вот такая же история. И, вероятно, это история с технологиями современными. И это ужасно, конечно же, выглядит. И это подсветить нужно было. Это подсветить нужно было, потому что нужно было показать, что коммуникация есть, коммуникация работает, но Украина своими действиями сама, что называется, ломает все каналы, ломает все мостики, которые хлипкие строятся. То есть для этого это все было, мне кажется, подсвечено. Ну, странно просто тогда выбор формата открытого письма. Раз есть вот такая коммуникация, но она оборвалась после Старобельска, это вот понятно. Тут... Для Зеленского формат странный? Да. Или, ну, так я объясняю, что это ведь это манифест.
Это манифест, который вообще не про письмо, это манифест, адресованный россиянам. То есть тут для меня это понятно. И еще раз говорю, 2 письма Зеленского – это история про выборы. Про выборы в Конгресс и в Государственную Думу. Все. А они в виде письма изложены, чтобы это было не комментарий, не интервью, не пресс-конференция, а прям текст, который можно потом расшивать. Так его расшивают. Ну, смотрите, никто ж не расшивает в России этот текст. Ну, естественно. А кто будет в публичной плоскости, имеется в виду в медиа или еще где-то? А вот доставляться через самые разные другие каналы Нет, коммуникации. подождите, я в другом. Там вот это вот перечень вот этот всех, оно ж так и выписано, да, там построчно. Да. Там же это все можно легко разбивать. Там можно, ну, это прям... Естественно. Вы просто это говорите, ну, комментируете с позиции там концентрата, да, экстракта, так сказать, вот этих нарративов. Но так же с этим проще работать. Ты взял по пунктам, там половина легко как бы щелкается, а другая половина, там немножко надо подумать. Ну, подождите, в России... Я понял, о чем речь. В России, простите, есть целые Дугины. Почему с российской стороны не звучат комментарии с опровержениями? Да, Конечно. Объясню. Потому что, вероятно, сочли как раз более важным не оставлять более долгую, это в повестке. Ответ – это история про то, чтобы это письмо держать в повестке и в тонусе, что называется, в центре информационного потока. Любой комментарий и контраргументы от значимого человека, от лома, держит письмо в повестке. Нет, решили, чтобы оно просто, мне кажется, провалилось. Хотя потом вот работающий против России с российским информационным пространством, конечно же, будут использовать это письмо и не раз, и не два, и не три. Будут вы видели такие манифесты, кстати. Вот смотрите, все, что началось... политтехнология. Все, что началось, вспомните, «Формула мира» Зеленского. Ой, да. А все, многие забыли уже и правильно сделали, потому что оно как бы перегорело, эта свеча, и, собственно, и все. Я понял ваш ответ, но тут же другой момент. В Украине начали это расшивать. Я в шуме сейчас говорил, тоже сегодня говорил, что, ребята, то есть, когда выходят жены пропавших без вести украинских военных и говорят, а как так получается, у вас каждый солдат, убитый с российской стороны, на видео, а от нас вы требуете какую-то хрень, а-ля типа, чтобы командир что-то написал или какой-то там где-то что-то увидел, что это действительно он погиб, что он погиб, выполняя задачу, чтобы претендовать на какие-то выплаты. Отсюда потом находятся бегунки, ходаки, которые говорят, а давайте мы эти бумажки вам поможем собрать, только вы нам миллиончик другой из 15 отстегнете. Да. И вообще, а некоторые просто живут между небом и землей, не понимают, у них их муж или их сын, он воюет сейчас, или он в плену, или он в СЗЧ, в земле, да, или в земле. То есть, и говорит, помогите найти, помогите разобраться. И вот, знаете, вот этот момент, если честно, он действительно триггерит, потому что вот можно легко стать, ну, как бы оператором этих концентрированных нарративов, а можно стать легко заложником этих нарративов. Понимаете, какое дело? Мне не очень, на самом деле, понятно, зачем они теперь, как дурень с писаной торбой, носятся внутри, да, Украины с этим письмом. Но, мне кажется, там телемарафон по их задумке выполняет эти все потрясающие, прекрасные, мобилизующие, объединяющие функции. Ну, вы же понимаете, что я в кавычках говорю, естественно. И это письмо совершенно ничем от этого нарратива не отличается. Украинского обывателя, мне кажется, таким письмом он уже не облучишь. Для чего они это расшивают? Ну, не знаю, постпродакшн какой-то, да. Что до того формата и фактора, о котором вы говорите, ну, это, слушайте. Ну, к сожалению, украинское общество жестоко деформировано, власть держится, будем так говорить, на штыках, да, на силовиках. Все эти линии напряжения существуют, вся эта машина юридическая, бюрократическая выстроена, естественно, чтобы минимизировать расходную часть, ну, так или иначе, минимизировать. Значит, это абсолютно бездушная история, абсолютно циничная история. Но эти линии напряжения, они давно уже перегреты, они уже давно накалены, но они никак не проявят себя.
И никаким письмом Зеленского ты не остудишь эти струны перегретые, разогретые, да, после как фламенко какого-нибудь испанского. Потому что все его декларации, там, они очень сомнительного характера, то есть они действительно легко опровергаются. Поэтому, для меня совершенно очевидно, что когда-то, когда крышечку с котелка снимут, да, эффект будет потрясающий совершенно. В электоральном смысле, в политическом, в общественном смысле. Я не знаю, это, что с вот этим перегревшимся внутри украинским обществом будет по итогу этого вскрытия, да, котелка. Но мы сейчас говорим просто, опять же, о каких-то реактивных вещах. Есть конкретные люди в офисе, которые за это все отвечают. Господи, есть люди, которые сидят на бюджетах. Бюджеты на что-то расходуются. Чтобы заработать лишнюю копейку, эти люди говорят: а слушайте, какое классное письмо Зеленского, давайте-ка его сейчас массово разгоним по экспертам, по блогерам, по ломам разгоним. И посмотрим, как оно будет реагировать. А еще потом с медийкой поработаем, какие-то вещи мы продвигаем, заработаем кучу денег на дополнительных бюджетах. Это же так и работает, на самом деле, в медиа-политическом менеджменте. Смотрите, какой посыл. Удар по Кронштадту сегодня. Сегодня Да. атака Сочи. Прилетела, Ленинградская область, юг, север. То есть дроны, создается видимость, что их много, они бьют больно. Их, правда, много, они бьют. Насколько больно, тут сложно оценить, но там вот закрыли на въезд и выезд Кронштадт, вот там еще что-то. Но людей берегут, елки-палки. Если там идут не прилеты, и прилеты с короткой дистанции, со сложностями перехвата, конечно же, лучше людей поберечь и перекрыть. Это нормально. Какие короткие дистанции? 1100 километров. Александр сказал, что 1000 километров с лишним. Конечно, да. Сколько там ширина Финского залива? Километров? Я не помню, если честно. Врать даже не буду. 40-50, наверное, километров. А может, меньше. И понятное дело, вот на самом деле эти атаки сейчас по Ленинградской области и по Санкт-Петербургу, это по Кронштадту. Кронштадт, почему? Кронштадт – это еще экскурсионная точка. Я сам там бывал, я помню, что это такое. Там форты все эти, прекрасный собор, экскурсии, толпы людей. А сейчас самый сезон такой, что называется. Конечно, перекрыли. Логично. С учетом-то всех этих обстоятельств. А что происходит? Происходит простая вещь, которая очень корреспондирует с тем, о чем мы говорили. Это тестирование возможностей блокировки Балтики для России. Вот я много посвятил комментариев за последние дни. Очень интересной одной статье, которая вышла в американском Форбсе. И здесь очень важно, что напишет ее постоянный колумнист. По-моему, Депп Тул его фамилия. Я не очень-то владею английским, могу ошибаться. Дэвид Депп. Отставной генерал-лейтенант ВВС Соединенных Штатов. Forbes чем интересен? Forbes это не оконовская история. Это не демократическая партия. Стивен Форбс, главный редактор и бывший собственник Форбса, там до сих пор миноритарий. Он даже в президенты от республиканской партии баллотировался. А этот колумнист, этот Дэвид, генерал-лейтенант отставной, он сейчас там в таком себе институте Митчелла, который вписан в структуру ВВС США и занимается проектами аэрокосмическими, курирует проекты в институте, по беспилотным технологиям. А спонсоры те же, что, опять же, у неоконов и республиканской партии. Боинг. Помните, такая была Ники Хейли? Ключевой спонсор ее был Боинг, да? На праймерис конкурент Трампа. Lockheed Martin, производитель этих самых ракет. Raytheon, вот это спонсоры его проектов. И человек пишет очень интересную статью. Прям синхронно со всеми этими вещами происходящими. Прям почти день в день. Причем она выходит как прокламация, как обращение к Трампу. Он там прямо обращается к Трампу. Он предлагает не конвенциональную, не военную блокаду Балтики. И, мол, это единственный сейчас способ перевернуть стол и принудить Россию к переговорному процессу. Реальному. Причем предлагается история, как он говорит, военная блокада – это казус белли. С учетом невовлеченности Штатов во всю эту историю, для европейцев это превратится в радиоактивную пыль достаточно быстро и скоро. Потому что конвенциональная война, прямое столкновение Европы с Россией очень быстро приведет к ударам.
ядерным, тактическим и, возможно, там стратегическим. Вот. Потому что угроза будет для России в данном случае экзистенциального характера. А ядерный потенциал – это просто несопоставимая история. Он говорит, не нужно, не нужно. Как много раз даже в наших общениях мы говорили, что не хотят они прямого столкновения, прокси-столкновения. Он говорит, вот смотрите, достаточно существующих бюрократических механизмов, чтобы просто фактически остановить экспорт России на Балтике. Это самого разного рода разрешительная система, страхование, санкционные какие-то списки в отношении флота российского, так называемого теневого и не только, экологические меры и нормы. То есть фактически располагая контролем за двумя проливами балтийскими, Большой Бельт и Эресунд, это там фактически горлышки реально, есть возможность, но русским, мол, никак не обойти. Плюс еще Финский залив с узкой проходкой, а там у нас наша типа Эстония, наша Финляндия. И, мол, возможностей по воздуху и по морю практически перекрыть российский экспорт на Балтике более чем достаточно. А это почти 300 миллионов тонн перегрузки по году. Это от 25 до 30% экспорта нефти российской. Усть-Луга, Приморск. И вот когда появляется такая статья, когда вот мы, очевидно, в медийном политическом поле наблюдаем повышение ставок и эскалацию, да, и когда происходит очевиднейшее, как для меня и для любого человека, ну, как, я не военный эксперт, но мне довелось пообщаться, очевиднейшая вещь, что стартуют эти беспилотники украинские, либо с территории прибалтийских государств, либо из их территориальных вод с применением стартовых площадок в виде каких-то кораблей, малых кораблей. Но количество, плотность, интенсивность и сопряженность, синхронность с этой политической компонентой и с этой, скажем так, медийной компонентой, для меня очевидно, что это тестовая история. Тестовая история. И действительно надо понимать, что перекрытие балтийского экспорта, если у них получится не довести до столкновения конвенционального военного, это довольно болезненная вещь для российского бюджета. Довольно болезненная вещь. А две вещи, как мы уже не раз говорили, мобилизация в России, раскачивание проблемных точек России, плюс сложная социально-экономическая ситуация в России, по их задумке, это прямой путь к реализации их давних планов поражения России. Нанести военное поражение России они поняли, что они не могут. Да, собственно, это нонсенс в отношении страны, обладающей ультимативным ядерным наступательным вооружением. Ну, как можно нанести России поражение именно военное, если в конечном итоге просто при экзистенциальной угрозе нажимается кнопка, и все, привет. А есть только одна сила в мире, которая способна на равных противостоять, повторюсь, на равных противостоять Соединенные Штаты. Надо оно Штатам сейчас, по крайней мере, этой администрации, да, точно не надо. Но неоконы в окружении Трампа, и этому подтверждением является статья Forbes, тоже в эту сторону смотрят. Поэтому есть горизонт возможностей у них до 28 года, некоторые до 30 года. И я уверен, что нынешнее повышение ставок, связанное с выборами Госдумы, если не приведет к каким-то последствиям, снова все относительно успокоится. Но сейчас, ну как имеется успокоиться, сойдет не то чтобы на нет, риторика сойдет на нет. А Украину попробуют держать в войне до 28 года, вне всякого сомнения. Не получится, смотрите. Я тоже так понимаю, что не получится. Не получится держать в войне. Давайте так, давайте рассмотрим ситуацию плюс-минус объективно. Я постоянно, и мои подписчики мне говорят, Шелест, ну что, типа, все остановилось до Нового года, да, потом вот это вот, сейчас вот это окно, которое, это ведь почему вот эти все танцы с бубном? Письма, ответы, удар, форум, вот это все. Сейчас вот эти удары. Откуда он взялся? Это ж окно возможностей закрывается. То есть до там чемпионат мира по футболу сейчас вот будет через недельку начинаться. 250 лет Америки, 80 Трампу. То есть, ну, и плюс вот эта вот вся как бы история. Не очень хорошая ситуация в политическом смысле для Трампа, но мне так нравятся вот эти все наши доморощенные американисты. Трамп выйдет. Трамп вывернется. Трамп может, у него есть все шансы обратить вот эту ситуацию себе в плюс. И все так говорят про него, что вот у него там хромая утка, после ноября ничего не будет.
Ну, давайте Это, просто... это преувеличение. Это сильное преувеличение, я тоже так считаю. Давайте просто подождем и посмотрим, вот если брать и фокусироваться на американской политике, там тоже очень интересные процессы, очень интересные смены. Трамп очень легко прощается с людьми, он легко принимает бывших оппонентов. Там еще, я еще так высказался уже, говорю, там еще демократы будут за Трампа, посмотрите. То есть тут еще, тут будет еще, там интересно. Сейчас вообще в мире эта вся ситуация. Иран там типа ему не простят. Разберутся они с Ираном, денег дадут. Уже видите, я считаю, что это очень позитивный сигнал. Да, там сбивали дроны, атаки в Ближнем Востоке, КСИР отвечал, удары там по базам пытались, вот это, есть стычки, столкновения. Без них никуда в режиме такого длинного перемирия. Но там же, когда речь пошла о деньгах, это значит, все будет хорошо. Выходит ксировец и говорит, дайте нам 24 миллиарда, которые у нас забрали. И они дадут. Ну или как, не прямо, но найдут способ. Найдут. Раньше или позже это произойдет неизбежно. Да. То есть, поэтому там еще посмотрим, как Трамп как бы раскрутит эту всю свой маховик. Но тут же очень интересно, окно возможностей закрывается. Да, вот это. И вот его вот так вот пафосно, ярко закрыли. Но смотрите, что происходит в Украине на поле боя. Перекрываются официально участки трассы на юге, в Крыму. Да. Россия бьет по ЖД, удар по предприятию Яготинское, вот это молоко для детей, вот эта вся история. Зеленский тоже гневно отреагировал, вот вы бьете по гражданским. Но это реакция в пустоту. Эта реакция никуда, на нее уже нет какой-то реакции партнеров, друзей, товарищей. Она уже ничего не оправдывает, потому что Украина бьет по гражданским автобусам, фурам. Да, это кошмар. То есть, это не прикрытая там террористическая деятельность, давайте говорить прямо. Поэтому это тут, удары по гражданским. Поэтому смотрите, если бьются по какому-то объекту, который там где-то с высоты или со спутника или с какого-то беспилотника выглядит как какой-то цех, то там не будут разбираться, это молоко там разливают, сырки готовят или что-то еще. То есть... Или производство. Любое производство сейчас может быть использовано с двойным назначением. Любой склад может быть использован как логистический склад для вооружений и для техники. Любой. Ключевой же момент. Может быть. Может быть. Понимаете? А может и не быть. Ну, я к тому, что может. А тут все равно уже. И мы переходим в очень опасный момент войны, когда экономический ущерб колоссальный. Это не просто там картоха сгорела на складе АТБ после ударов по Днепру, и всем рассказывают, смотрите, ничего страшного, логистика там перераспределили, все хорошо, не переживайте. А что будет к ноябрю, что будет после ноября? То есть это действительно очень тяжелая ситуация. С этого. В ноябре будет отопительный сезон, а Украина к этому не готова. Ну, послушайте даже не меня, послушайте бывшего министра ЖКХ Кучеренко, депутата от фракции Юрия Владимировича Тимошенко, который говорит, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, например, не восстанавливаем, большая часть газодобычи на сегодняшний день не восстанавливаем в условиях войны. Значительная часть тепло- и энергогенерации не восстанавливаем на сегодняшний день. Никакие мобильные ТЭЦ, никакие подстанции, ничего на самом деле не выстягивает ситуацию. Не вытягивает после вот этой зимы и удара по энергетике. Что об этом все забывают? Ну, во-первых, украинская экономика и промышленность, она уже даже на ладан не дышит. Она уже в принципе не дышит на самом-то деле. Все живет глубоко дотационно за счет денег, которые как, по аппарату искусственной вентиляции легких поступают на Украину, да, как кислород, и как-то распределяются, как-то попадают в реальный сектор, на самом деле, просто именно попадают. Если убрать эти деньги, заходящие извне, украинская экономика рухнет. Просто в течение там 1,5 месяцев. И урон логистике, инфраструктуре, транспорту, он невосстанавливаемый в краткосрочных перспективах. Невосстанавливаемый. И для меня совершенно очевидно, это здесь я продвигаю достаточно давно. Люди, которые сейчас держат в своих руках власть на Украине, уже с ней расстались, с Украиной. С ее населением, с ее промышленностью, с ее экономикой. Больше того, те, кто являются их союзниками, партнерами и кураторами в Евроатлантике, тоже расстались с этим, даже я не говорю государством,
с этой территорией расстались. Она, эта территория, и все ее населяющие, все бизнесы, которые жившие на этой территории или еще живущие, и тем более уже промышленность, все это отдано в расход. Ну, надо это понять просто. Это не пропагандистское клише, это очевидный вывод аналитический из того, что происходит. Просто Украина – расходный материал. Киевский режим – расходный материал. Вторая Украинская республика – расходный материал. И когда мы говорим, что Украину, я говорю, что Украину будут пытаться держать в войне до 28 года, будут. Это, в вас естественным образом просыпается протест против этого именно из понимания, к чему это приведет. Но вы мыслите категориями, что оно же так должно как-то жить, выжить, и люди должны как-то жить. А там не мыслят этими категориями. Ну, то есть, это не то, что они там какие-то человеконенавистники, да, там, им плевать просто. Это расходный материал. Земля будет родить хлеб, кукурузу, сою и рапс, и подсолнечник. На карьере руду будут извлекать. Порты никуда не денутся. Вот здесь кусок земли, а здесь дальше вода. Порт всегда будет функционировать. Дорогу выкатать можно. Элеватор сварганить можно. Все. Вот говорят, как так? Жесточайшие требования МВФ, жесточайшие требования меморандума по поводу кредитов 90 миллиардов. Это убийство среднего и малого бизнеса. И чё? А кому он там нужен? Вот что, он что, нужен Зеленскому, его окружению, это мало целей. Еще раз говорю, это все отдано в расход. И если исходить из логики, то, что все отдано в расход, смогут додержать до 28 года. Смогут. Нет, потом все закончится окончательно. Вот сейчас история с бронями, да, показать. Вот с утра читаю просто материал. На сегодняшний день вроде бы 1,3, да, там. Я думаю, что есть еще какие-то не отфиксированные брони, там их до 1,5 миллиона суммарно вместе с официальными. Грубо говоря, есть же блатная компонента в бронировании. Давайте говорить честно. Просто забавки бронирования, чтобы иметь там спокойствие на душе и возможность выезжать, например. И вот нормы, которые они сейчас ввели, это 150, 180, 190 тысяч дополнительного резерва мобилизационного. Вот те, кто поразбежался, поразныкался, их уже почти не вылавливают или вылавливают все с большими и большими последствиями и трудностями. Вот все с большими. А эти, те, что забронированы, вроде понятно, где они, где они живут, куда они приходят на работу. Упрощает работу людоловам, да? Упрощает. Тем более, вон, прекрасное ноу-хау в Кривом Роге Газенваген сделали, да? Железный куб с металлическими навесными замками снаружи. Прекрасная история. Хочешь, оставим тебя, будешь там угорать и подпишешь что угодно. Хочешь, там изобьем тебя, ни звука не прозвучит оттуда. И не выскочишь оттуда. Прекрасное ноу-хау в Кривом Роге. Интересно, Саша Вилкул стоит за этой историей? Когда-то борец против бандеровцев. Я ж Вилкула хорошо знал в свое время. Это, кстати, да. Он же там руководит, типа, обороной города. Кстати, единственный человек с такой своеобразной должностью. Вот единственный. Есть военно-гражданская администрация, есть гражданская власть. А Вилкул, где у нас мэр Кривого Рога вообще делался-то, да? А Вилкул у нас руководитель обороны города. Фельдмаршал на белом верблюде впереди. Вот. Двуличное существо, извините. Я хорошо был с Сашей знаком в свое время. Соответственно, вот у них сейчас ресурсы появляются дополнительные. Будут еще брони пересматриваться? Попозже будут. У нашего знакомого, бывшего, хотя лично я с ним никогда не был, Дубинского, вот буквально публикация была, где он упоминает несгораемый минимум 700-800 тысяч, которые профильные ассоциации украинские озвучили. Это вот то, что без этого, сдохнет, остатки сдохнут украинской экономики и промышленности. Причем значительная часть из этих броней – это работники правоохранительных органов. Значительная часть. Соответственно, мой вывод о том, что все отдано в расход, подтверждается. Уже сейчас пересмотр этих броней ведет к тому, что огромное количество бизнеса просто закроется. Просто не смогут функционировать. Но ресурс появляется.
Дальше. Пересмотр всех медицинских освобождений. Есть там блатная компонента? Да, огромная, конечно. Чем мы врем-то? Конечно же, огромное количество людей просто сделали эти справки за денежку, чтобы спастись. Направлено это для того, чтобы вывести их из этой тени? Конечно же. На что еще направлено? Заработать снова на всех этих комиссиях. На что еще? На то, чтобы даже те, кто раньше попадал в разряд непризываемых, какая-то их часть оказалась в списках, которых можно призвать. Дальше. История с Европейским Союзом. Я далек от мнения, что будет массовая толпами депортация, но пару десятков тысяч организовать уже в следующем году реально. Реально. Ну и получается, что мяса у них, прости господи, хватит до 28 года. Остатков инфраструктуры и транспорта хватит до 28 года. Где будет ЛБС в этой ситуации, их тоже не сильно беспокоит, прямо скажем. Вот и все. В расход это все отдано. Никто не собирается, и никто и не рассчитывает, что вот это вот под названием Вторая Украинская Республика выживет. Никто не рассчитывает. Списали. Финальный вопрос, чтобы точку поставить на нашем разговоре. А как бы вот эту ситуацию описал Булгаков? Мне больше нравится «Фиолетовый луч» история. Но это не из Булгакова. Если не знать, это из Паустовского, по-моему, да? И про французскую армию, что-то такое. Как бы это все описал Булгаков? Но ему приписывают, профессору Преображенскому, его герою, приписывают фразу «пропал Колобуховский дом». Хотя там, на самом деле, «пропал дом» просто фраза. Я думаю, она просто является олицетворением. Пропал дом. Все. Пропал дом. Ну, попсовую разруха в головах, а не в клозетах я даже не буду применять. Ну так смотрите, все же радуются сносу памятника, гонят какого-то там мальчика, который выходил почитать вслух с книжки на этом месте. Погнали, Да. причем, судя по всему, работники музея. Говорят, вот Так, вы нас... Они же боятся, что музей сейчас закроют окончательно. Вот они и погнали его. Они же Вы про нас- свою шкурную копеечку. Вы нас дискредитируете, говорят. Пошел вон Да-да-да. отсюда, мальчик. Они это на украинском говорили? Ви Да. нас дискредитуєте. Да. Нелюди, невігласи. Что бы они там еще сказали, я не знаю. Вообще, я вчера задавался вопросом, а как функционирует музей Булгакова с этим вот, ну, я же был в музее, я помню, что там это прям Белая гвардия, все дела, да. Как он вообще, сам музей вписывается в логику происходящего? Мне кажется, никак, закроют и музей точно, 100%. А повторюсь, булгаковские слова – это пропал дом. Все, нету больше никакой Второй Украинской Республики. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Павлева, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк. С чем согласны, с чем не согласны, пишите в комментариях. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.